Всем добрый день! Сегодня будем шить из старого пальто новую юбку. Со спинки выкроем переднюю часть, с передней части выкроем заднюю. Разрезаем пальто. Выточки разрезаем и обметываем срез. Выточки скалываем и прострачиваем на машинке. И разглаживаем. На заднем полотнище у нас брак. Разрезаем и вставим потом драп другого цвета. И красивее будет, и уберется этот брак. Идем на оверлок и обметываем эти срезы.
задняя часть, передняя часть. Складываем лицевая с лицевой, срез к срезу и стачиваем. Отглаживаем, обметываем срезы, стачиваем. Боковые сметываем, делаем примерку, с левой стороны не сшиваем, здесь будет застежка на крючках. Занимаемся застежкой. На переднюю часть юбки наклеила дублерин. Застежка может быть от 15 до 20 сантиметров. На заднюю часть юбки пришиваю вот такую детальку. Лицевая к лицевой, срез к срезу. И прострачиваю на величину шва. И стачиваю потом боковые. Вот так застежка у нас получилась. Теперь вытаскиваем эту детальку. И прострачиваем строчка в строчку пару сантиметров, чтобы вот этот кончик был внутри. Пришиваем крючки. У меня расстояние между крючками 4,5 сантиметра. От сгиба примерно 2,5 миллиметра. При желании здесь можно отстрочить. Пришиваем петлю.
Отстрачиваем от лапки сюда миллиметров 7. Чтобы крючок нам не мешал. Теперь занимаемся поясом. У меня пояс сшивной с 2 кусков, поэтому этот шов должен быть сбоку. Если ткань мягкая, пояс надо посадить на дублерин. Пришиваем пояс. Там, где булавочки приколоты криво, убираем. Где перпендикулярно, можно не убирать. Одну сторону пояса пришили, теперь складываем лицевой стороной вовнутрь и прокладываем вот здесь строчку, чтобы вот этот край, обработанный оверлоком, выходил примерно на сантиметр. Да, забыла сказать, ширина пояса в крое у меня 8 сантиметров. Так же делаем и с другой стороны. Выворачиваем. Вы посмотрите, кто у меня сидит. По столу ползала божья коровка. Села на палец и не уходит. Так, выворачиваем. Можно наживить, можно сколоть иголочками. И прострачиваем. У меня ткань толстоватая, это драп. Если у вас ткань не толстая, то вот этот уголочек вот таким образом обрабатывается. Вот так подгибается. И потом вот так, чтобы на лицевую сторону ткань не выглядывала. Отстрачиваем пояс. Толщина большая, но машинка справилась прекрасно. Низ обработала оверлоком, сметала. И теперь подошьем потайной строчкой. На этой машинке это F, операция F. Вот так подгибаю. Строчка будет идти вот здесь. И зигзаг будет захватывать левую сторону. Ну прям вот миллиметрик. И таким образом будет потайной стежок. Торопиться не надо. В этой операции самое главное, чтобы иголка захватывала самую малость вот этого сгиба.
чтобы проколы на лицевой стороне были не видны. Так, сколько же здесь слоев? Раз, два, 4 слоя драпа. Ну, а здесь, конечно, побольше можно, раз слоев много, чтобы побольше захватывало вот эту сторону. Вот так получилось. Пропусков нигде нету. Здесь ниточка не вышла на лицевую сторону. Пока еще не было влажно-тепловой обработки, поэтому ткань как бы вот стянута в местах проколов. Ну, а утюжиться будет хорошо. Все станет на место. Выметываем петлю. Специальную лапку прикрепляем. Ниточку верхнюю отправляем вниз. Пуговицу размещаем на ткань, помечаем границы. Прибавляем 3 мм на закрепке. Схема петли здесь и здесь. Начинаем с правой стороны. Значит, здесь должен быть вот этот значок. Стежок стоит на двоечке. Линия совпадает вот с этой меточкой. Ткань толстая, поэтому я слегка подтягиваю ткань. Лапку поднимаем. Здесь передвигаем на закрепочку. Здесь на четверочку. Делаем закрепку. Передвигаем на троечку. Здесь ставим опять двоечку. Лапку поднимаем и делаем закрепку на четверочке. Все, петля готова. Петлю разрезала. Намечаю место пришива пуговицы. Ставлю специальную лапку. Расстояние между отверстиями примерно 2 мм. Вот ставим здесь двоечку, здесь ставим зигзаг. Буква «С». Пришиваем аккуратно, смотрим, подходит ли вот этот стежок 2 для данной пуговицы. Крутим сначала вручную, можно немножко уменьшить. Нитки обрезаем и выводим на изнаночную сторону. И здесь завязываем. Юбка готова полностью. Отглаживаем и будем мерить. Хочу вот сказать, с какими трудностями я столкнулась. Конечно, не просто делать вот эту стыковку. Прям вот иголками скрепляла и вытаскивать не надо. Вот там по иголкам прям надо строчить. Иначе ткань сдвигается. Но все равно юбка смотрится эффектно. Ну, кое-где тут есть по миллиметру неточности. Но я думаю, это уже миллиметр не страшно. Что я придумала? Понравилось мне вот именно вот так комбинировать. И я думаю, что следующая юбка будет комбинированная, но только будет впереди какая-то вставка, которой не надо будет стыковаться с задней деталькой. И я думаю, будет юбка еще интереснее. Так что, если вам интересна будет такая тема, пишите в комментариях. Будем продолжать шить юбки комбинированные. Так, ну все, осталось только отгладить. Отгладить и будем мерить.
Застежку специально я сделала на крючках, потому что я считаю, как бы вот такая застежка незаконно забытая. Ну вот, только похвалила, не могу застегнуть. Нормально. Хотела сделать такую видюшку коротенькую, прям вот так быстро все. Но не получаются у меня коротенькие видюшки. То божья коровка мне попалась, надо вам показать, то еще что-нибудь. Все, отглаживаю, буду мерить. На сегодня все. Пишите комментарии. Будем шить с вами юбочки. До свидания. Всего доброго.